как маленький Сперджен обличает мистера Роуца. Ну, если мы включили уже, то можно некоторые слайды посмотреть. Это Сперджен. Я по-прежнему заявляю о том, что он не самый привлекательный мужчина. Я не знаю, почему этот слайд у меня здесь, он должен быть в другом порядке. Но я скажу немножко о нем, потому что я думаю, что когда нужно будет о нем говорить, его не будет. Это могила Джона Буньяна. It's in a cemetery where a lot of non-conformist pastors are buried. Это кладбище, на котором похоронены многие пасторы-неконформисты. And during Spurgeon's early ministry, the grave marker that was there had deteriorated so badly it needed to be replaced. И во время служения Чарльза Сперджена надгробие, оно настолько износилось, что его нужно было заменить. So it was replaced with this tomb, which dates back to about 1857. Поэтому они заменили его этим надгробием, которое было установлено около 1857 года. And Spurgeon preached at the dedication. И Сперджен проповедовал, когда устанавливалось это надгробие. He was still a fairly young man at the time. Сперджену тогда было, он был еще весьма молодым человеком. And he considered it a great honor to be the preacher dedicating this tomb to the author who had been most influential in his life. И он посчитал для себя большой привилегией, что у него была возможность проповедовать в такой ситуации, когда он проповедовал над могилой человека, который оказал на его влияние, его книга оказала такое большое влияние на него. This is a photograph of the Metropolitan Tabernacle as it looks today. Это фотография церкви Чарльза Сперджена, которая называется Metropolitan Tabernacle, что буквально значит скиния метрополии. The facade of this building dates back to Spurgeon's time. That's what the front of it looked like. Точно так же этот фасад, то есть вход, выглядел, когда Чарльз Сперджен входил в эту церковь. But behind the facade, what you have there is the third building on that site. Но за фасадом третье здание уже. About 4 years after Spurgeon died, the tabernacle burned down. Через 4 года после смерти Чарльза Сперджена скиния сгорела. And all that was left was this facade. И все, что осталось от нее, это фасад. So they built a building behind it with a smaller auditorium because the preachers who followed Spurgeon couldn't fill it. Поэтому за этим фасадом построили здание, в котором аудитория была меньше, потому что все проповедники, которые были там после Чарльза Сперджена, не могли наполнить ее. That building stood until World War II. То здание простояло до Второй мировой войны. And a Nazi incendiary bomb landed on the roof. И нацистская бомба попала прямо на крышу. And so it burned to the ground again. И это, был напалм, поэтому она сгорела, опять сгорело это здание. And then in the 1950s, this version of the building was built. И в 1950 году была построена эта версия скинии метрополии. It retains the original facade. Фасад, как я уже сказал, оригинальный. But inside the auditorium is much smaller than it was in Spurgeon's day. Но внутри аудитория намного меньше, чем во времена Чарльза Сперджена. Half of the space that was originally allocated for the auditorium is now Sunday school classrooms. Половина того зала теперь предназначена для класса воскресной школы. And the current auditorium seats only 600 people. И поэтому в современной аудитории есть всего лишь 600 мест. Thankfully, it's full every Sunday these days. К счастью, каждое воскресенье эта аудитория исполнена людей. But in the late 1960s, this church nearly died. Но в 1960-х годах эта церковь практически умерла. Sunday attendance was down to about 20 or 30 people. По воскресеньям туда приходило 20-30 человек. And they were actually considering selling the building to the Baptist Union. И они хотели продать это здание Баптистскому союзу. That would have been a travesty. Это было бы очень иронично. Because it's the same Baptist Union that excommunicated Spurgeon at the end of his life. Потому что этот же Баптистский союз отлучил Сперджена в конце его жизни. And so the remaining congregation got together and said, let's call a pastor who is a church planter. Поэтому собрание собралось и захотело пригласить пастора, который захотел насаждать занимался насаждением новых церквей. They called Peter Masters. Они позвонили Питеру Мастерсу. He is still the pastor there to this day. Питер Мастерс до сих пор пастор этой церкви.
And the auditorium is full every Sunday. И слава Богу, что туда приходят люди, которые желают слышать Слово And Божье. what's interesting to me is that it's a young audience. И интересно лично для меня, что в принципе эта церковь по возрасту очень молодая. There is no more conservative or traditional church than this in English. В Англии нету более консервативной или традиционной церкви, чем эта. And yet it's young people who are coming to hear the word. Но туда ходит молодежь, Which is something that encourages me greatly. что для меня является большим ободрением. As I said, I've been privileged to preach here about 6 or 7 times. Как я уже сказал, у меня была привилегия проповедовать здесь 6-7 раз. There's another. This is a picture of Spurgeon's library. Это фотография библиотеки Сперджена. This was a large room in his house. Это большая комната в его доме. What I like about this picture is how messy the desk is. Что мне нравится здесь, это то, что мы видим беспорядок. I would feel right at home there. Это практически моя комната. This is a picture of Spurgeon in the pulpit. You can see what the pulpit of the Metropolitan Tabernacle looked like. Сперджен за кафедрой. Так выглядела кафедра в скинии метрополии. This desk where he kept his notes, it still exists. Этот стол, на котором он клал свои заметки, до сих пор существует. It wasn't destroyed either time when the church burned down. Он не был уничтожен ни во время первого, ни во время второго пожара. And now it's a piece of furniture in the pastor's office at the tabernacle. И теперь этот стол стоит в офисе пастора. It's a picture of Spurgeon's grandfather, Это рисунок к дедушке Сперджена, James Spurgeon. Джеймс Сперджен. And this is the house where he lived and Spurgeon grew up. Это тот дом, где Сперджен вырос. So he lived here until he was 5 years old. Он жил здесь, пока ему не исполнилось 5 лет. There's an interesting story about this house that Spurgeon tells. Сперджен рассказывает интересную историю об этом доме. In the early Victorian era, it was difficult for assessors to determine the value of a house. В ранний викторианский период возник спор насчет того, как налагать налог, или лучше сказать, облагать налогом дом на собственность. Taxes, of course, were based on the value of the house. Естественно, налог был соответственно цены дома. And so, instead of basing their taxation on how many square feet or whatever, И поэтому вместо того, чтобы облагать налогом согласно квадратных метров или площади, they taxed the house according to how many windows were in the house. они облагали налогом согласно тому, сколько окон было в доме. And Spurgeon was living in this house during that era. И Сперджен жил в этом доме в то время. To avoid paying taxes on all the windows, you could actually board up the windows. И что делали многие христиане в то время, у которых было мало денег, чтобы платить все эти налоги, они забивали все эти окна. So these windows were closed during Spurgeon's lifetime. Поэтому Чарльз Сперджен никогда не выглядывал из всех этих окон в своем детстве. The library where he found the copies of Pilgrim's Progress and read his grandfather's books were upstairs. Библиотека, о которой я уже упоминал, где он читал книги своего деда, где он читал «Путешествие пилигрима», находилась на втором этаже. And because these windows were closed off, he had to read by candlelight. И представьте себе, как светло в доме, где забиты многие окна. Он постоянно читал при свече. Which to me makes it even more amazing that he persisted in reading as a 6-year-old. И для меня это еще делает более удивительным тем, что он в 6 лет читал такие вещи. This is an artist's illustration of that incident where he's rebuking the man for smoking in the pub. Это иллюстрация той истории, когда Чарльз Сперджен пришел обличить мистера Роудса в пабе. This is an actual photograph of the library in his house. Это фотография библиотеки в его доме. Again, you see the desk is even messier than before. Вы видите, что на столе еще больше беспорядка. There are two people in this photograph, Spurgeon and his secretary. На этой фотографии два человека, Чарльз Сперджен и его секретарь. His secretary was a man named James Harold. Его секретаря звали Джеймс Гарольд. And he helped Spurgeon with his writing ministry and all of that. И он помогал Сперджену в его написании разных трудов. I feel a kinship to him. И я ему сочувствую. Because I have the same kind of relationship with John MacArthur Потому что he had with Spurgeon. У меня такая же работа с Джоном Макартером, как у него была с Чарльзом Спердженом. Another photograph of the library. Еще одна фотография библиотеки. And yet another one. И еще одна. Now I want you to notice
that. Обратите внимание на это. That is a life-size bust of Spurgeon. Это как бы полноценный бюст Чарльза Сперджена. When he was about, I would say, 22 years old. Когда ему было около 22 лет. A sculptor wanted to make a bust of him. Скульптор захотел сделать бюст. And so there was a method by which they did this, using a kind of clay mask to get an exact replica of his face. И в то время было очень популярным использовать маску для того, чтобы наиболее точно отобразить черты лица. This bust now sits in the pastor's office at the tabernacle. Теперь этот бюст стоит в офисе пастора в скинии метрополии. It's life-size and an exact image of his face. И так как это была маска, то этот бюст отображает стопроцентные пропорции Сперджена. It was made by putting plaster onto his face. Ему на лицо наложили глину. And he had straws into his nostrils and mouth to enable him to breathe. И ему как бы в нос и в рот засунули трубочки, чтобы он мог дышать. And he said it was one of the most terrifying experiences he ever had to be closed in plaster for that long. Он сказал, что это был один из самых ужасных ощущений в своей жизни, когда он так долго находился под глиной. He said he'd never do anything like that Он again. сказал, что еще раз он такого никогда не разрешит с собой сделать. And he didn't. И не разрешил. And I told you he was not a particularly Ну, handsome. и как я сказал, действительно, он не самый привлекательный мужчина. This is a photograph of his library after it was moved to Kansas City. Это Kansas City? Yeah. Это фотография его библиотеки, которая была перевезена в Канзас-Сити. When he died, his books were auctioned off. Когда он умер, его книги были проданы на аукционе. And the majority of the library was sold intact as a whole. И большая часть библиотеки была продана целиком. And it was purchased by a Baptist college in Kansas City. И ее приобрел Баптистский колледж в Канзас-Сити. It was all folded up and shipped over to America. Поэтому как бы эту библиотеку запечатали и отправили в Соединенные Штаты. And this college got a replica of Spurgeon's desk and even had exact replicas of his light fixtures made. Поэтому этот колледж сделал копию стола, копию люстры. And they reconstructed this model of his library. И восстановили такую модель его библиотеки. I used to be on the board of an organization that existed to help preserve these books. Раньше я был как бы членом совета организации, которая следила за сохранением наследия Сперджена. And so I got to go here and thumb through Spurgeon's books. Поэтому у меня была возможность побывать там и пролистать книги Сперджена. Now, when I read a book, I mark it up. Когда я читаю книгу, я делаю на ней заметки. And I like to see how people mark their books. И поэтому мне интересно, как другие люди делают заметки в книгах. John MacArthur writes notes in the margins of his books. Джон МакАртур, он делает заметки на полях. And I learn a lot from him by borrowing his books and seeing what he noticed and what he wrote in the margins. И поэтому всегда, когда он говорит о том, что он прочитал интересную книгу, я хочу прочитать ту книгу, которую он прочитал, чтобы увидеть, на что он обратил внимание. I was anxious to see what Spurgeon wrote in the margins of his И поэтому, я с нетерпением подбежал к первой попавшейся мне книге и хотел увидеть его заметки на полях. So I picked out a couple of books that I knew he read a lot. И поэтому я выбрал его любимые книги. And you could tell he'd read them because the pages were worn. И было видно, что он их часто читал, потому что страницы были уже ветхими. But I was disappointed to notice he didn't make any marks in his books. Но я разочаровался тому, что он абсолютно никакие заметки не делал в книгах. He didn't have to because he had a photographic memory. И я вспомнил о том, что зачем ему было делать заметки, если у него была фотографическая A память. few years ago, this library was sold to another seminary in the Kansas City area. Несколько лет назад эта библиотека была продана другой семинарии, тоже в районе Канзас-Сити. And it's currently in storage. I assume they'll eventually build a facility to hold it. И сейчас она находится в архиве, и, я так понимаю, они строят помещение, где они могли бы делать выставку. But at the moment, these books are unavailable to anyone. Но сейчас эти книги недоступны никому. I do have a list that someone cataloged of all of Spurgeon's Puritan books. У меня есть где-то список, каталог всех книг Пуритан Сперджена. And it's interesting to see how he read. И интересно заметить, что он читал и как он читал. Wait, I think of the wrong one. That's just a repeated picture. This is his parents. Это его родители, His father and his mother. And you can see he... отец и матерь. this is a photograph of his grandfather. Это фотография его деда. And this is the building where he was converted. Это та церковь, где он был обращен. I'll stop at this point because I want to tell you the story of how he was converted. Здесь я хотел бы остановиться, потому что я хотел бы рассказать вам историю о его обращении. We can
turn that off now and I'll go back to it. Можно отключить на время, и потом мы вернемся. When we left Spurgeon, he was moving away from his grandparents' house and going back home to live with his parents. Итак, когда мы остановились в нашем рассказе, Чарльз Сперджен уехал из дома своего деда и вернулся назад к своим родителям. Still, his grandfather's house remained his favorite place to go. По-прежнему, однако, дом его деда был любимым его местом времяпрепровождения. He would always go there on holidays and sometimes go back for extended visits. Он часто бывал там во время праздников и любил там задерживаться и дольше. His grandmother, wanting to be a good influence in his life, offered him a penny for every hymn he could memorize. Его мать, желая быть поощрить его к хорошему времяпрепровождению, сказала, что она будет давать ему по одному пенни, это как по-нашему 1 копейка, за каждый христианский гимн, который он выучит. Apparently, when she made that promise, she didn't realize he had a photographic memory. К сожалению, когда она пообещала ему об этом, она еще не знала, что у него есть фотографическая память. And he began to say so many hymns from memory that she reduced the reward to a half a penny. И в конце концов ей пришлось уменьшить награду на полпенни. Still, she complained he was reducing her to poverty. Но в конце концов она сказала, что он доведет ее до бедности. So his grandfather concocted a new scheme. Поэтому его дед предложил новый ход. There was a large rat problem in those days. В то время была большая проблема с крысами. And so he told Charles he'd give him a shilling for every dozen rats he killed. Поэтому он сказал Чарльзу о том, что он даст ему шиллинг за каждую дюжину крыс, которую он убьет. Spurgeon said he gave up him learning for rat killing because the pay was better. Сперджен сказал, что ему пришлось отказаться от изучения гимнов и начать работать как ловец крыс, потому что зарплата была выше. He later spoke a lot about those hymns he learned. И часто он вспоминал о тех гимнах, которые он выучил. Because he was able to use them in his preaching. Потому что он использовал их в своих проповедях. And if you read his sermons, one thing you will note. И читая его проповеди, вы обратите внимание на одну вещь. On average, he quotes 2 or 3 hymns per sermon. В среднем он цитирует 1 или 2 гимна в каждой проповеди. Those verses flowed just naturally from his memory, from the songs he learned as a boy. И эти строки из этих гимнов он естественным образом вспоминал, когда размышлял о чем-то, хотя выучил их еще, когда был маленький мальчик. Now, by the time Spurgeon moved back home with his parents at age 6, he already had 3 younger siblings. Итак, к тому времени, когда Чарльз Сперджен вернулся домой к своим родителям, ему было 6 лет, у него уже появилось 3 младших братьев и сестер. 2 sisters and a brother. Значит, 2 сестры и 1 брат. And he seemed to feel very deeply his responsibility to influence them for good. И поэтому он почувствовал глубокую ответственность оказывать на них благоприятное влияние. That perspective continued to make him mature beyond his years. И это также способствовало тому, что он был очень зрелым, несмотря на свои молодые года. And that extra dose of maturity became a persistent trait of Spurgeon's. И поэтому эта непревзойденная зрелость всегда была характерной особенностью Сперджена. As a young boy, even before he was a teenager, his hobbies were writing poetry and editing a magazine. Будучи еще мальчиком, его хобби было написание стихотворений и редактирование журналов. I don't think I've ever met a child whose hobby was editing a magazine. Я еще ни разу не встречал ребенка, когда я спрашивал: «Мальчик, а что ты любишь делать?» Он говорил: «Редактировать журнал». But it helps explain why Spurgeon's literary skills were so good. Но я думаю, что это еще одно объяснение того, откуда у Сперджена были такие великолепные литературные навыки. You can look at Spurgeon at any stage of his development, and what you will see is someone who is wise beyond his years. Можно посмотреть на Чарльза Сперджена в любой стадии его развития и отметить, что он был мудр не по годам. No matter what age you look at him, he's more mature than other people his age. В каком бы возрасте мы ни смотрели на него, он более зрелый, чем свои сверстники. And even Spurgeon himself was aware of this. И даже сам Сперджен понимал это. When he was 40 years old, he did a lecture on young men. Когда ему было 40 лет, он однажды выступил с лекцией, обращенной к молодым людям. And in that lecture, he said he was already an old man. И в этой лекции он называл себя стариком. At age 40. В 40 лет. He also said this.
Он также сказал следующее, and I'm quoting. цитирую. He said, I might have been a young man at 12, «Я был молодым человеком, когда мне было 12 лет. but by the time I was 16, I was a sober, respectable Baptist preacher. Но когда мне было 16 лет, я был здравым, взрослым, уважаемым баптистским проповедником, Preaching and ruling and governing the church. проповедуя и управляя жизнью церкви». At that period of my life, when I might have been out on the playground, В этот период своей жизни, когда я должен был быть на детской площадке, I spent my time at books, я проводил время за книгами, studying and working hard. изучая и усердно трудясь. And he also blamed some of his health difficulties on the fact that he didn't play much as a child. Он также некоторые свои проблемы со здоровьем говорил, что причиной этого является то, что он очень мало играл в детстве с другими детьми. All the reading and studying he did made him a little bit sedentary, inactive. Все то чтение, все то, что он делал, о чем мы говорили с вами, из-за этого у него не хватало времени на такие детские шалости. I think one of the reasons he went home at age 6 was to go to school. И одной из причин, по которой он вернулся домой в 6 лет, это для того, чтобы начать учиться в школе. That's when he entered school for the first time. А в 6 лет он первый раз пошел в школу. And right away he was a gifted student. И сразу же учителя отметили его одаренность. He always excelled everyone else in his class. Он всегда был лучшим учеником. Except for one brief span. Кроме одного небольшого периода времени. His teacher said he was shocked when Sperджен began to do badly. Учитель сказал, что он был шокирован тем, что Сперджен начал плохо учиться. His grades fell and his work wasn't very good. Его оценки были занижены, и то, что он делал, было не на том же самом уровне. And then it occurred to the teacher that the reason for that was that the top student got a special seat, but it was near a very drafty door. И тогда учитель понял, почему. Потому что в то время для того, чтобы наградить как-то самого лучшего ученика, ему выделялось особенное место в классе. И то место, которое было выделено лучшему ученику, оно было очень неудобным, потому что было возле дверей, где был сильный сквозняк. Spurgeon didn't like that seat. И Сперджену просто не нравилось там сидеть. And so he let his grades fall just so he'd be moved. Поэтому он, для того, чтобы пересесть на другое место, стал хуже учиться. When he was about 14, he and his brother went to a school a few towns away. Когда ему было 14 лет, он с братом перешли в другую школу, которая была в другом городе. So it was a boarding school. Это была частная школа. One of his uncles was a teacher there. Один из его дядь был там учителем. And it was there as a young teenager that, in a conversation with one of the school staff, Charles Spurgeon was first exposed to the Baptist view on baptism. И там впервые Чарльз Сперджен в разговоре с учителем услышал о взгляде баптистов на крещение. His grandfather was a Congregationalist. Его дедушка был конгрегационалистом. And they practiced infant baptism. И если вы знаете, кто такие конгрегационалисты, они практикуют крещение младенцев. And that was the only kind of baptism Charles had ever known. И Чарльз никогда не слышал о другом виде крещения. Now he was a student in an Anglican school. Теперь он был студентом в англиканской школе. So this was an unlikely place to embrace Baptist convictions. Поэтому, если вы знаете что-то о англиканской церкви, то вы понимаете, что это не самое лучшее место, где можно услышать о баптистских убеждениях. But as a young student, he studied the issue from Scripture. Но, будучи молодым человеком, он изучал этот вопрос из Писания. He said he found the Baptist position unassailable. И сказал, что баптистская позиция была неправильной. And he committed within his heart that if ever he experienced conversion, he would be baptized. Unassailable is good, right, or bad? It's good. Ага, прошу прощения. Значит, он нашел позицию баптистскую. Unassailable means you can't argue against it. Он нашел ее неопровержимой. То есть это была правильная позиция, и поэтому он решил, что если он в своем сердце однажды переживет обращение, то он примет крещение. Now let me set the scene for his conversion. Итак, давайте поговорим о его обращении. When Charles was about 10 or 11 years old, he began to be deeply convicted by the realization that he didn't have a saving knowledge of Christ. Когда Чарльзу было 10 или 11 лет, у него в сердце зародилось убеждение в том, что у него нету спасительного познания Христа. So he set out on a quest for salvation
that lasted about 5 years. Поэтому он отправился в путешествие к спасению, которое длилось около 5 лет. This was an agonizing experience for him. И для него это было агонией. Because sin and redemption were issues he viewed with great seriousness. Потому что грех и искупление были жизненно важными вопросами для него. He did not approach this as a typical child would. Он не подошел к этому как обычный подросток. And the knowledge that he himself was not a true Christian was something that weighed on him like a great burden that he perpetually carried around. И знание о том, что он не был истинным христианином, было для него большим бременем, которое он носил всюду за собой. One of his biographers was a man named Fullerton. Одного из его биографов звали Фуллертон. He was a close friend. Он был близким другом. And he wrote, I think, what is perhaps the best account of those years of Spurgeon's conviction. И он написал, с моей точки зрения, самый верный и самый лучший отчет о этом периоде жизни Сперджена. Fullerton says that in those years, Spurgeon gained a world of experience that many adults never even accumulate. Сперджен, согласно Фуллертону, в то время Сперджен накопил такой жизненный опыт, который порой не подвластен даже многим взрослым людям. It also gave him a great deal of sympathy for people who are in bondage to sin. Также эти переживания Сперджена помогли ему относиться с сочувствием и милосердием к людям, которые находятся в рабстве греха. Fullerton says that it seems impossible that someone who's so young, so sheltered, so much exposed to Christian truth could have felt so much sin. Фуллертон говорит о том, что трудно себе представить, что кто-то в его молодом возрасте и как бы огражденный от большинства тяжких скорбей этого мира и наоборот как бы окруженный христианством, настолько глубоко чувствовал свою греховность. And in fact, when you read Spurgeon's account of those years, he makes it sound impossibly dark. И когда Сперджен сам вспоминает о своих годах, об этом периоде своей жизни, он очень мрачно отзывается о них. I think there's no way to overstate the sense of guilt and despair that he felt. Трудно представить себе более глубоко то чувство отчаяния и вины, которое было у него. His mother was the one who was responsible for first awakening him to the claims of Christ on his life. Его матерь впервые начала ободрять его уверовать в Иисуса Христа. She would pray and she would exhort him, and this made an indelible impact on him as a child. Она молилась о нем, она увещевала его, и это оставило след в его жизни. Spurgeon's father seems to have played a lesser role in his children's spiritual instruction. Складывается впечатление, что отец Сперджена сыграл менее важную роль в духовном образовании своих детей. In fact, Spurgeon's father himself admitted that his wife, more than he, was responsible for the children's spiritual welfare. И сам отец Сперджена признал тот факт, что его жена больше занималась духовным воспитанием детей. John Spurgeon, Charles's father, used to recount an incident. Джон Сперджен, отец Чарльза Сперджена, вспоминает историю. He said he was on his way to a preaching engagement. Он однажды как бы ехал для того, чтобы проповедовать в определенный город. And he suddenly became convicted about the fact that he was caring for other people's spiritual needs and neglecting his own family. И вдруг он осознал и почувствовал вину в том, что он более заботится о духовных нуждах других людей, чем о своей собственной семье. And so he says he went back home. И поэтому он говорит, что он вернулся домой. And when he got there, he could hear his wife inside praying for the welfare of her children. И когда он вернулся домой и еще не успел зайти домой, он услышал, как его жена молится о духовном благополучии ее детей. She was praying that they would be converted. Она молилась о их обращении. And John Spurgeon says he decided that his children's spiritual welfare was in good hands, and so he went back to his preaching engagement, and he never was troubled about it again. И Джон Сперджен сказал, что после этого он понял, что духовная жизнь его детей в хороших руках, и поэтому он вернулся на то место, где должен был проповедовать, и больше никогда не переживал о них. Now that makes him sound a little bit unconcerned. Может быть, для некоторых из вас как бы это покажется как бы немножко странным. We might think he wasn't sufficiently involved in his children's life. Некоторые могут обвинить его в том, что